Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Павел Щелин на связи прямо сейчас. Павел, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Христос воскресе. Воистину воскресе, Павел. Действительно, сейчас очень нужен разговор с вами и аудитории, и для того, чтобы понять, что происходит. Потому что мы, казалось, пережили прививку мира. Ну, то есть прививку перемирия, прививку мира. Действительно, то есть праздник Великой Пасхи, и когда не летят ракеты, люди выходят в хорошую погоду, выходят, отдыхают там в Одессе, в своих городах, лавочки, беседки, посвятили пасхальные куличи и разную там, да, как бы утварь свою, то, что готовили, отпраздновали хорошо Пасху. И задаются главным вопросом. Так, а почему так нельзя дальше? Как вы оцениваете вот это пасхальное перемирие? Насколько оно действительно стало такой прививкой мирной жизни, что оказывается можно и чтобы не стреляли. А что для этого нужно? Посеяло ли, успело ли, да, прорасти это посеянное зерно вопросов, да, прежде всего, к своим элитам внутри, я имею в виду, конечно, контекст украинский. Мгм. Хорошо, Александр. Во-первых, я хотел бы сделать маленькое, скажем, пояснение к нашей беседе. Вот в контексте воскресенья, пасхальных праздников, мне кажется, так важно помнить вот в этом большом оптимизме, которая, скажем так, о той благой вести, которая разнеслась с воскресением Иисуса Христа, особенно на фоне тех, в том числе и ваших личных трудностей, несправедливостей, сложностей, с которыми столкнулись вы и ваш канал. Не то чтобы это требовало отдельного высказывания, но могу сказать публично, что в нашей с вами работе это ничто не меняет. И я как бы рад был приходить к вам на встречи с нашей определенной периодичностью, так и намерен продолжать это делать в дальнейшем. А теперь к вашему вопросу. Про пасхальное перемирие. Давайте просто вспомним для начала, что пасхальные перемирия, как некая исторический опыт, это не первый раз в мировой истории. На протяжении Первой мировой войны такое происходило с 2014 года. То есть случаи локальных пасхальных перемирий на фронте воюющих стран в Первой мировой войне происходили и на Западном, и на Восточном фронте с самого начала войны, то есть с первой военной зимы, вплоть до последней военной зимы. Но поэтому так важно не обманываться себя, что сам по себе факт пасхального перемирия автоматически ведет к какой-то полному перемирию, остановке огня и прекращению, скажем так, боевых действий. Исторически такого у нас прецедента нет. То есть это именно локальные события, приуроченные к конкретному религиозному празднику. Самый свежий пример я назвал, но исторически, в общем, часто в истории такое было, чтобы воюющие стороны, если они претендуют, что они хотя бы как-то одной веры, то какие-то особые святые праздники, дни, они не воюют. Ну, например, в Средневековье доходило до того, что там из списка всех дней в году для войны пригодных он был очень ограниченный по причине большого количества праздников. И стороны серьезно могли там отложить битву, если она была маленькая, там на день, два, три, чтобы дать друг другу спокойно отпраздновать. То есть это исторические прецеденты тут есть. Но это макроконтекст. Теперь уже к менее приятному, к более политическому, что ли, как это объяснить. Как я вижу рисунок этой игры, давайте сразу сделаю оговорку, что сейчас мы мало что знаем, судим по, что, знаете, дыму в зеркалах, как говорится в английском языке, и поэтому мы не претендуем на какую-то однозначную истинность в оценке намерения сторон. Ну, попытаемся проанализировать то, что есть. Как я увидел, что вот в этом пасхальном перемирии, почему, во-первых, оно было объявлено внезапно, почему оно было объявлено на очень конкретный срок временной в 30 часов, и почему по его окончанию оно сразу продолжилось. Военные действия сразу продолжились. Как вы сами знаете, вы в этом эфире с вами обсуждали неоднократно, разговоры о перемирии сейчас идут постоянно. России, безусловное перемирие не устраивает совершенно, об этом мы тоже говорили постоянно, цитирую официальные заявления российских должностных лиц. На прошлой неделе это было самое свежее выступление Небензы. Вот. То есть тоже официальное высшее политическое руководство России.
Но в нынешних условиях деградации общественно-политической жизни большую роль действительно играет медиасопровождение. И вот шагом с пасхальным перемирием российское руководство, как мне видится, пытается, с одной стороны, перехватить дискуссионную попытку, да, а с другой стороны, не дать возможности оппонентам загнать себя в ловушки. Поэтому какой мы видели рисунок? Россия объявляет о перемирии сама, не договариваясь в этом этапе с другими участниками. Просто ставит под фактум. В строгом смысле ни с Трампом не договаривается, публично. Мы не знаем, какие там публично, не публичные заговоры масонских дворов и прочих там визитов в еврейские синагоги. Мы не знаем, какие там были договоренности за закрытыми дверями. Мы видим сейчас то, что явлено публично. Публично было явлено, что Россия объявила это в одностороннем порядке, не проведя вообще никаких консультаций, просто поставив оппонентов перед фактом. И оппоненты были вынуждены влезть в эти факты. Вот это важный момент. То, что от пасхального перемирия отказаться Зеленский не смог. Хотя в предыдущие годы не раз отказывался. Был кейс рождественского перемирия 23 года, когда спокойно отказались, и ничего никто не заметил. Но вот сегодня отказаться не получилось. В ответ была попытка перехватить повестку. Украинское руководство выступило с попыткой пропихнуть вот эти риадский свою вот эту идею, ультиматум Витхова Ермака Москве под видом продолжения пасхального перемирия. Москва это полностью проигнорировала. Очень важный момент. Вообще, в принципе, это предложение не было встречено никакой публичной реакции. Здесь молчание красноречиво. Речь идет о 30 днях. То есть, да, давайте вот так, только 30 дней. Ну вот, это вот то, что предложил Зеленский. Да. И, по сути говоря, точно произошел молчание, знак отказа. Да? То есть в данном контексте очень просто. Почему это важно? Потому что Москва продемонстрировала этими действиями свою... Ну, давайте так. Я не буду оценивать долгосрочные последствия, хотя, может быть, пооцениваем ближе к концу. Но в этом узком моменте Москва продемонстрировала свое желание вести субъектную игру, не особо сочетая ее с желаниями, запросами, хотелками противоборствующей стороны. И продемонстрировала свое, скажем так, полное безразличие к любым попыткам вести переговорный процесс в неудобном для нее формате. Вот это, наверное, в этой истории самое важное. Теперь буквально накануне нашего эфира вышло, скажем так, раскрывающееся заявление Владимира Путина, и которое вот отражает дальнейший, скажем так, план. Ну, опять-таки, публичное заявление. То, что, по сути говоря, предлагается начать обсуждение о моратории на ударе на гражданский объект. То есть словная цитата, то, что мы приветствуем и готовы посмотреть на будущее. Что касается по предложению не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться. Что значит с этим надо разобраться? У нас есть уже за последние 90 дней богатый опыт того, как медленно, сложно идут любые конкретные переговоры. В строгом смысле пока ничего, то, что было решено на переговорах, воплотиться не смогло. Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре остался на бумаге. Ну, по факту остался на бумаге. За время энергетического моратория там число примененных беспилотников Герани было максимальным за все время по ходу действия войны. Черноморская и с украинской стороны инициатива тоже летела «Будь здоров». Ну. Да, абсолютно взаимные стороны. То есть это было такое перемирие Шрёдингера. Оно как бы есть, но его как бы нет. Черноморская инициатива встала из-за позиции европейцев. То есть, в принципе, она, может быть, ее сейчас попробует реанимировать, мы не знаем, но в том виде, как... То есть прошли очень сложные, долгие переговоры по маленькому конкретному вопросу, и вот до сих пор мы не видим радикальных сдвигов. Сейчас предлагается, по сути говоря, российской стороне расширить повестку этих технических переговоров и попытаться договориться о чем-то большем. Но, опять же, речь не идет и близко вот в этом 30-дневном безусловном прекращении огня. Заметьте. Почему это происходит? Потому что просто отказаться долго от 30-дневного прекращения огня Москва по разным причинам считает себя не в силах. Не спрашивайте меня, почему, но не считает внутренне.
она считает, что ей нельзя просто отказаться. Поэтому она предлагает свою повестку, которая де-факто на дипломатическом языке является отказом, но таким отказом, с которым ее партнеры Москвы на глобальном юге, внутри, там, скажем так, консервативных ряда кругов тех же самых Соединенных Штатов, воспринимают вполне адекватно. Ну, окей, 30-дневно они не готовы обсуждать, но вот давайте поговорим о вот этом конкретном вопросе. В принципе, годится. А что такое гражданская Это важно. инфраструктура, Павел? Вот там прекрасный вопрос, абсолютно. Вы абсолютно правы, что в условиях современной войны этот вопрос можно обсуждать годами. Невозможно сегодня разделить гражданскую инфраструктуру военную. То есть это одна из главных трагедий этой войны, современной войны, если угодно, в целом. То, что в теории по там старым Женевским конвенциям должно быть четкое разделение на гражданскую и военную инфраструктуру. То, что есть условно гражданские объекты типа больницы, гостиницы, школы, детские сады, даже инфраструктура определенной индустриальной, электростанции, например, которые могут быть выведены из войны, и по ним стороны ударов не наносят. Но напоминаю, что по всему международному праву это работает только если эти объекты не используются в военных целях. То есть в строгом смысле само по себе использование гражданского объекта в военных целях, если мы находимся на позиции первенства международного права, является преступлением. Но тогда у нас получается, что вся война одна гигантское преступление, да? Потому что мы знаем, что с первых дней и первых часов войны использование гражданской инфраструктуры – это прям база украинской военной стратегии. Не потому что даже там супер-мега злой умысел, уж простите, но там с военной точки зрения понятно. Здания школ, здания больниц, они удобны, они построены капитально. На линии фронта они используются как там бомбоубежища, командно-опорные пункты. Внутри страны они удобные, распределенные для производства там разные военные, индустриальные, так называемые гаражные беспилотные экономики. Как там в заявлении Путина, вот у нас есть сельскохозяйственный ангар. Он формально гражданский объект, но там могут беспилотники собирать. Они что значит могут? Собирают, конечно. То есть это настолько непрорабатываемый вопрос, то что здесь важнее, почему это говорится. То есть говорится, на мой взгляд, с двумя целями. Вот я попробую проинтерпретировать. Первое – это то, о чем можно договариваться практически бесконечно. И это то, на что украинской стороне практически будет невозможно пойти. Потому что пойдешь на эти условия, тебе, соответственно, вопросы о контроле. Вот самый главный вопрос. Потому что может ли украинская сторона отказаться от использования гражданской инфраструктуры в своем образе ведения войны? Практически невозможно. То есть опять выдвигается условие, которое украинской стороне практически невозможно, скажем так, исполнить. При этом вот тут есть тонкий, интересный, мне кажется, момент, то, что в перспективе допускается, насколько я понимаю, то, что да, это требует тщательного исследования, в том числе и в двустороннем порядке. То есть некий двусторонний порядок, в котором непонятно, с кем именно это двусторонний порядок, но как-то это вот можно исследовать. То есть какое-то время это может занять, не знаю, месяц, неделю, 2-3. То есть это наш способ выиграть, там, не знаю, еще потенциально некоторое время в длинном переговорном процессе. Подождите, вот, наверное, все то, что давайте будем откровенны. Выиграть еще время, чтобы еще повоевать. Конечно. Разумеется, Москве абсолютно невыгодна заморозка конфликта. Она об этом говорит прямо, она об этом не согласна. И мы с вами это постоянно повторяли о том, что, опять, в том виде, в котором сейчас предлагается заморозка конфликта, разумеется, она невозможна. Это вот принципиальный момент. Есть ряд минимальных условий, как минимум 2, насколько мы понимаем, на данный момент совсем жесткие, которые не снимаются с повестки ни при каких обстоятельствах. Это прекращение мобилизации в Украине, полное прекращение поставки военной помощи из любой страны в Украину. Без выполнения этих двух условий любой разговор о перемирии даже на 30 дней является безумием со стороны Москвы, и она не собирается она не собирается даже вести разговор об этом. Поэтому мы видим меры, которые позволяют вести вот этот, раз уж от переговорного трека сейчас отказаться нельзя, позволяют вести этот переговорный трек, с отсутствием издержек для российской стороны, больших издержек для российской стороны, потому что удары по ключевым объектам продолжались,
продвижение на фронте продолжалось. Простите за последние там большие военные, разгром ВСУ в Курской области, ряд тактических успехов на фронте, не таких больших и не таких значимых, но они продолжаются, то есть какие-то задачи реализуются. Чтобы прекратились боевые действия как таковые, требуется устранение первопричин фундаментальных, да, то есть это на данный момент, вероятно, мне не видится. Но здесь есть и второй важный момент, который уже является частью дипломатической игры. Ключевая, как я понимаю, главная задача российского руководства за последние 100 дней – это сделать так, чтобы мировое сообщество в широком смысле и ключевые игроки на международной арене стали воспринимать украинский политический режим как недоговороспособный и как проблему. Угу. Все то, что способствует, да, конечно, все то, что способствует проявлению украинской власти как недоговороспособного субъекта, то, что Москва убедилась давно, но есть теперь задача, чтобы в этом убедились союзники украинского режима. Способствует одному из позитивных для Москвы сценариев. То есть, насколько я понимаю, все-таки как два позитивных сценария для Москвы в данных условиях. Либо действительно остановка боевых действий на каких-то очень приемлемых для нее условиях. Какие именно условия, мы не знаем. То есть официально это должен быть июнь 2024 года. С тех пор позиция не менялась. Возможно, какие-то там в строгом смысле где-то закулуарно маленькие подвижки, изменения в ней есть, но тем не менее, что-то подобное. Да? То есть как минимум должна быть такая остановка боевых действий, которая приведет к ослаблению на длинной дистанции вашего оппонента, точно не приведет к тому, чтобы под предлогом остановки боевых действий произошло перевооружение ВСУ и обновление его за счет мобилизации. Да? То есть это первое. А второе, это тоже позитивный для Москвы сценарий, если, разочаровавшись от переговоров, ключевой спонсор войны Соединенные Штаты умоют руки. Это вот второй, то есть ключевой позитивный сценарий, когда европейцы с украинцами останутся против Москвы 1 на 1, это тоже будет приемлемым результатом. Вот, соответственно, все действия России, как я понимаю, сейчас Москвы направлены на достижение одного или из двух, скажем так, приближение одного из двух. Слушайте, это интересно, потому что, вот правда, это интересно в том плане, что не понимаешь до конца игру Москвы, то есть во что они играют. Даже вот эта история с внезапным перемирием, она же тоже имеет, это ведь не просто, ход, да, и красивая сиюминутная история, в которую знают как и умеют, как играть в банковой. Четко понимают, что там каждая история должен хайп, в общем, если у банковой играют стемы КВНовские, студенческие театры, миниатюр, да, то там немножко пьеса побольше, да, подлиннее да. у российской стороны. Мы сейчас вернемся к вот этим двум целям. Они принципиально интересны. То есть показать недоговороспособность, окей. Дальше что? И, соответственно, США умоют руки. Это прям отдельная тема. У нас в Украине вот такую историю разгоняют. В общем, есть свежий план Трампа. Как все закончить? Пункты, я прошу внимания. Это остановка огня полная. США признают Крым российской территорией. Вот прям берут в одностороннем порядке и говорят, мы признаем. Все, Крым российский. Запорожская атомная соглашается нейтральной территорией под контролем США. Украина отказывается от вступления в НАТО. США не признает российский контроль, то, что захватила условно Россия, да, Херсонская, Донецкая область, но не требует вывод войск оттуда. То есть мы не признаем, пускай. И гарантий безопасности для Украины никаких. Сроки принятия решения до конца этой недели. Если решения не будет, США уходят. Это вот такую историю вот сейчас скармливают украинцам. Прокомментируйте, пожалуйста. Вот не могу я ее комментировать, потому что это не официальное заявление, это не какой-то официальный источник. Серьезно поэтому обсуждать невозможно. В том виде, в котором вы показали, это, мне кажется, смесь. Давайте так, оценю со стороны. Могу ли я поверить, что что-то подобное США пыталась положить на стол? Зная американское руководство, могу легко. То есть за ними не заржавеет.
Могу ли я оценить, насколько это реально к исполнению? Практически для меня невозможно. Ну, то есть мне сложно представить, что Россия на это соглашается, честно скажу. Прям. То есть мне сложно. Особенно в такой дурацкой детали, как Запорожская атомная станция, когда было ряд публичных заявлений, включая чинов. Опять-таки, э, Москва очень неохотно отступает от своих минимальных позиций. Ну, мы с вами уже много раз обсуждали разную культуру переговоров, разную культуру торга. И вот такое публичное унижение для нее как бы... То есть в теории для Москвы банально согласиться на полное признание по линии фронта было бы гигантской уступкой, на которую они должны пойти, отказавшись от своих вот потерять очень сильно лицо на внутренней аудитории. Согласиться на этот план в Москве, мягко говоря, не очень реально. Но также мало реально согласиться на него Украине, потому что признание Крыма, ну, это ключевая, скажем так, было для нее фундаментальное. Это то самое открытие нового Вертона, которое дальше станет вопрос о следующем этапе. Но самое главное здесь, давайте просто зафиксируем. Вот в том виде, тот список, который мы озвучивали, даже если в какой-то вселенной это будет принято, не спрашивайте, я не считаю, что оно будет, но просто оцениваю то, что вы мне зачитали. Я прямо скажу, это никакой не мир, это перемирие на 3 года. Это исключительно перемирие, то, что в истории мировых войн было не раз. То есть если вы посмотрите средневековые хроники, часто боевые действия останавливались именно перемирием, по условиям которого, там, по истечению срока которого боевые действия автоматически возобновлялись. То есть вот у нас сейчас было 30-часовое, а были случаи в истории, когда перемирие спокойно там 5 лет, 3 года, 7 лет, а потом автоматически возобновляется. Вот те условия, которые озвучены сейчас, это, конечно, приводит к возобновлению войны, ну, там, не знаю, исчезновение Трампа, какие-то внешние обстоятельства. То есть любой фактор, который приводит, там, не знаю, к большему выводу США из Европы, там, не знаю, глобальный экономический кризис, боевые действия возобновляются. Это не фиксирует границы. Это оставляет гигантский вопрос о принадлежности территорий. То есть по одному Крыму, давайте прямо вспомним, 2014-2022 год, с юридической точки зрения вопроса и одной юридической Крыме не дал, ну, по сути, стал огромным фактором в том, что боевые действия возобновились. Здесь вопрос о гигантской территории, которая всегда будет под вопросом, мягко говоря. Это бесконечная проблема внутри Украины. То есть, потому что внутри Украины при таком мирных условиях, разумеется, единственная партия, которая будет у власти, это партия радикалов, требующих возвращения утраченных территорий. Никаких других шансов не будет. Так То есть это не никого, точка. никого других и нет. Ну, правильно, других никого нет, но смысл в том, если как это, ружье висит, оно стрелять будет, да, то есть ничего другого здесь не будет. Это тогда вот в тех условиях, которые вы озвучили, опять-таки, не знаю, не кажется они мне очень правдоподобными, но вот то, что сказали, то и комментирую. Это исключительная пауза перед возобновлением еще более полномасштабного конфликта на горизонте уже там нескольких лет. Но вот вам же возразят и правильно сделают. А куда более крупномасштабное? Уже фактически все применено, кроме ядерного оружия. Нет, опять, крупномасштабно я имею в виду, то же самое, не знаю, может быть, группировки войск больше мобилизируют Россию, что-то подобное. Но смысл в том, что вот тот кошмар, который... То есть, если желание как бы, у вас как бы, узнать, когда вот этот гигантский кошмар последних 3 лет как бы закончится, чтобы... Вас же интересует, чтобы он закончился, наверное, и тех вашей аудитории там не на вчера, но и не на, условно, 2-3 года, потому что если на 2-3 года, то, простите, самое разумное поведение из Украины всем бежать. В таком контексте. Смысл там оставаться. Чтобы ничего структурно это не решает. То есть и вот на этот вопрос такая формула, которую вы озвучили, ответов, конечно, совершенно не дает ни для одной из сторон. Она не решает ни вопросы для Украины, очень важный момент, ни вопросы для России, ни вопросы для Европы. В каком-то смысле, наверное, можно сказать, единственное, для кого это что-то решает, это пресловутый Дональд Трамп лично, то есть для него. И вот это единственная причина, почему такое странное предложение мне выглядит мыслимым, потому что, повторюсь, отражает уровень компетенции американской администрации. И, по сути своей, это такой глобальный способ для США умыть руки. Только уже не на маленьком масштабе, а на большом. Чтобы, когда оно возобновится снова, США опять сказали, мы тут ни при чем. Почему это, не знаю,
Я не знаю, как вы в детстве, да, но в моем детстве все боялись бабайку, которая там из Мгм. шкафа или как-то так Мгм. вот из темного коридора. Сейчас, ну или как в песенке, например, колыбельной, как вот волчок, который укусит за бочок. Ну, Костя этот бачок, да. Что это за история, что США возьмут и уйдут? В смысле? Куда? Откуда? Почему это так страшно? Почему они на этом играют и делают политику шантажа? Вообще, я имею в виду Но это переговорного вьетнамский процесса. сценарий. Это тот самый, который мы с вами обсуждали. Это тот самый вьетнамский сценарий или афганский сценарий, называйте как хотите. Но США не впервые просто, когда конфликт становится убыточным, сворачивать свои вовлеченность в этот конфликт и переключаться на новые задачи. Сейчас у США, очевидно, новая главная сфера задачи – это борьба с Китаем. То есть это вот стратегическая цель, которой они пытаются соподчинить все остальные направления. Все остальные направления выступают либо прикладным к этим целям, либо убыточными по отношению к этой цели. Украинский конфликт Америка сейчас однозначно воспринимает как убыточный и невыгодный и пытается, ну, как бы, nothing personal, just business, проект не взлетел, надо либо закрывать, либо, причем желательно закрыть еще с прибылью остаться. То есть это вот мы с вами обсуждаем. Почему это используется как шантаж? Ну, потому что единственная страна, которая в нынешнем моменте может обеспечить э, ресурсную базу под эффективное сопротивление российской армии, это США. Ну, банально, поставки тяжелых вооружений, поставки ракет ПВО, поставки разведподдержки и прочее, прочее, прочее. То есть США является одним ключевым игроком в обеспечении боеспособности ВСУ. При этом, я сразу скажу, в отличие от позиции твиттеров Трампа и из его администрации, я не считаю, что без поддержки США Украина не сможет воевать. Это важный момент. Сможет. Просто с гораздо большими потерями и не очень долго. Но не сразу. То есть, как бы, это вот, ну, это важный момент. Что такой магической кнопки, по которой американская помощь прекратилась, и все, фронт сразу рухнул. Не сразу. Какое-то время еще вполне может сопротивляться, какие-то остатки европейской помощи. Наконец, компенсация живой силой – это тоже стандартная тактика. Но потери будут больше, проблем будет больше, и стратегически, конечно, хрупкость фронта резко повысится и рано или поздно приведет к обвалу, причем скорее рано, чем поздно. Вот США, зная это, тут, как бы, знаете, не надо быть военным экспертом, чтобы это понимать, тут просто достаточно посмотреть на материально-техническую базу и понять, что вот, зная этот факт, США пытается вот выкручивать Украине руки, рассчитывая на то, что украинское руководство перед лицом тотального поражения выберет поражение локальное и, по сути, примет на себя всю ответственность за эту неудавшуюся военную Так авантюру. почему не Вот такой принимает? план. Ну, стойте, почему не принимает? Ну, потому что поставьте себя на место украинского военного руководства и ответьте на простой вопрос. Как бы Россию делить мы собирались все вместе, а крайними почему-то оказались одни мы. Почему это мы крайние-то оказались-то одни? Простите, США позиция очень лицемерная. США сейчас пытается играть в посредника, но США развязала эту войну. Причем это не мои слова сейчас, это сказал, простите, ввиду это сказали официальные американские лица сегодня, да? То есть США развязали эту войну, а теперь вместо того, чтобы, уж простите, если эта война проиграна, но США хочет уйти в прибыли, а тот, кто, соответственно, убытки должен понести тот исключительно, на ком эту войну развязали. Но вот с точки зрения, опять-таки, того, на ком эту войну развязали, знаете, так себе сделка, мягко говоря. Так а по-другому не получится. Вот По-другому складывается. не получится. Нет, вы абсолютно правы. По-другому, как бы, хороших вариантов нет. Но здесь мы опять-таки возвращаемся к другому. Если бы вы сейчас предлагаете внезапно всему украинскому политическому руководству, и не только, кстати, ему части европейского тоже, просто встать и пожертвовать самими собой ради общего блага. Простите, если бы эти политики были способны на такое поведение, войны бы не было вообще. Ну, тут есть, смотрите, есть много вариантов, есть варианты пограничные. Я хочу вот прямо в лоб задать вопросом, да, вот еще один вариант. Так, а пускай за все платит Россия. Так не получается, все бы очень хотят, но как бы, понимаете, здесь как бы Россия говорит, нет, мы войну выиграли, и мы готовы продолжать. Либо на наших условиях, либо никак. И здесь вот, понимаете, давайте сформулируем принципиально логическую ошибку, которая есть в мышлении украинцев. Ну, не только украинцев, это в широком смысле либеральное мышление, но она, помните, знаменитый эффект про, вот, собственно, вы его сейчас процитировали, из
Белого дома, овальный кабинет Зеленский, где он вот по сути, падает, вот здесь искренне, мне кажется, в истерику, то, что в истории есть закон, что агрессор платит за все. Да. Но это вранье. Такого закона нет. Есть другой закон. Победителей не судят. И горе побежденным. Вот этот исторический закон есть. Агрессор платит за все, запятая, если он проиграл. А если вы войну выиграли, то вы ни за что не платите. Платит тот, кого вы победили. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, платить будет проигравший. И вот здесь возникает опять... И здесь, собственно, то, что делает Соединенные Штаты, надо понимать, она выпрыгивает из лагеря проигравших, хотя она этот лагерь во многом формально-то и создала. Без нее этот лагерь вообще бы в строгом смысле не сформировался. И с точки зрения там, русской этики, православной этики, это очень бессовестное поведение. Но с точки зрения бизнес-логики, ничего личного. Павел, Но, я опять, хочу... возвращаясь к вашей логике. То есть, вы смотрите, почему на это не идет Украина, я, кажется, объяснил. Ну, потому что для украинского политического руководства, простите, повторюсь, понятный человеческий вопрос. Почему крайними-то одни мы оказались? Ну, в строгом смысле, кто сейчас будет крайним? Даже по тем условиям, которые вы описали. Ну, крайним оказывается одна Украина. То есть я понимаю, почему на это удобно пойти Соединенным Штатам. Я плохо понимаю, почему на это в такой форме плохо пойти России, но я представить могу легко форму, опять-таки, июнь 2024 года, в которой Россия идет на нечто подобное с большими там, для себя преференциями. Почему Украина на это будет идти вот в нынешних условиях, ну, с тем качеством политической элиты и мышления, мне понять невозможно. Потому что идти некуда. Вот вы же, если мы берем... Смотрите, еще раз, это очень важный сейчас момент, я очень хочу, чтобы вы тоже его рассмотрели. Это мы, если берем две субъектные стороны. Вот тогда то, что вы сказали только что выше, да, то есть полностью подходит и, Украина, почему мы... Но ведь, я в прямом эфире у себя говорил, и люди это видят, да, то, что не субъектная сторона. Весь, день Воскресения Святого, да, то есть день Пасхи, Зеленский набивал отчетами 12 дня, 4 часа дня, ночь, в общем, сводки, как вот нарушалось. Все, наверное, думают, понятно, в пропагандистских целях, мол, смотрите, как это все не работает. То есть он набивает эту всю историю, говорит, что это ужас и кошмар, в общем, там и штурмы, там и ракеты, и в общем, и шахеды. Правда, ПВО, не работало. Там включили какую-то тревогу, как-то так все странно это все произошло, какой-то дрон-разведчик, такой цирк какой-то, да? Все даже люди это понимают, что это цирк. То есть, разведчик, дрон, они врубили тревогу для того, чтобы это все сорвать. И весь день перемирия был в этих сводках. Все же понимают, что это пишется даже не для украинцев. Это пишется для тех же британцев, которые одной строкой в Reuters четко вышли и сказали: ребята, мы поддерживаем, то есть инициативу Путина, и предлагаем вот так же на 30 дней. Потому что это маразм. Зеленский говорит: штурмы, атаки, наши вооруженные силы попали в засаду, их есть погибшие, мы их обязательно уничтожим. Вот если бы не было перемирия, мы бы их сразу уничтожили, этих русских, которые в засаду поймали, украинцев. Но мы хотим на 30 дней так. Так, а чего хотят тогда на 30 дней? То есть он абсолютно сам себе противоречит, и некому нет, получается, я вот это вижу, и я прям это чувствую, нет умных людей просто подсказать, что ты делаешь. Ты рассказываешь, что перемирия не было фактически, потом говоришь, мы хотим так 30 дней. Потому что, смотрите, давайте сформулируем так. Конечно, перемирия в строгом смысле не было. То есть сегодня вот опять Путин сказал, что они зафиксировали почти 5000 случаев нарушений. Россия зафиксировала 5000 случаев нарушений. При этом определенная интенсивность боевых действий действительно снизилась. Почему это выгодно Украине? Да? То есть, потому что, повторюсь, Украина рассчитывает, это, собственно, вот тезис Эр-Рияда, за 30 дней, как минимум, сделать перегруппировку, ничего не признавать, выиграть время, действительно, то есть украинские войска в тяжелом положении. 30 дней – это большая передышка для того, чтобы пополнить бригады, отправить солдат в отпуск, не знаю, обустроить позиции на прорывоопасном направлении. Вот это все очень, очень хорошо за 30 дней.
Ну вот это очень... Тут есть даже какая-то военная целесообразность в словах Зеленского. При этом то, что вот все-таки вы обсуждаете с Украиной позицию украинского руководства, то, что они могут. Мы с вами тоже много раз обсуждали. Мочь что-то сделать и мочь сорвать любую сделку – это разные типы глагола «мочь», но они присутствуют. Сделать Украина не может ничего, а сорвать она может все, что угодно. Да, это в длительном пусть и стратегия самоубийственная, но нельзя недооценивать эту негативную суверенность. Именно вот эта негативная суверенность является, по сути, единственным ресурсом, который сейчас есть у Украины и Лондона. Да, я на этом настаиваю. И если вы помните, вы говорили, чем шантажирует Трамп, то что, ну, по сути, Трамп украинцев тоже шантажирует этим негативом. Позитивного-то он предложить им ничего не может. Вот в строгом смысле. Позитивного он тоже ничего не может предложить. Поэтому он шантажирует негативом. Ну, украинцы шантажируют в ответ, да, то, что... И вот у нас вопрос, кто кого шантажирует. Но я думаю, кстати, вот эта неделя с ее там встречами в Лондоне, с каким-то обилием заявлений, много чего покажет. Но основные контуры, мне давайте просто, это не прогноз, ну, прогноз, по сути, на неделю, просто зафиксируем, что мы имеем. Мы имеем стратегическую, то есть какие стратегические есть линии? Есть стратегическая линия США. Стратегическая линия США, мы выходим из коалиции проигравших в любом случае. Дальше вопрос, каким именно образом мы фиксируем с этого прибыль. В худшем случае мы уходим радикально, умываем руки. Если нам не получается остановить таким образом, чтобы уйти красиво, мы уйдем не очень красиво. Ну, а здесь для этого тоже не так много чего нужно делать. Для этого просто нужно не возобновить поставки военной помощи, которые сейчас идут по старым программам. Просто на новое голосование не выносится, и она автоматически прекращается. Ну и еще ряд дополнительных решений, которые полностью прерогатива президента. Это линия США. Линия Украины и поддерживающих ее, скажем так, сил в том же самом условном Лондоне, Макрон, тот же самый француз, это попытки под разговоры о прекращении огня добиться ввода натовского контингента в Украину с целью дальнейшей эскалации в будущем. Это важно понимать. То есть более большого. То есть втянуть Европу в войну. Если для этого нужно 30-дневное перемирие, 33-месячное перемирие, годичное перемирие, неважно. Стратегическая цель такая, то есть создать условия для восстановления боеспособности ВСУ и обеспечить прикрытие европейским или натовским контингентом ключевых объектов в расчете на то, что на следующем витке эскалации Москва не будет бить по объектам, на которых расположены европейцы. Это линия Украины. Линия Москвы полностью не допустить ни при каких обстоятельствах второго сценария. Вот это абсолютно ключевая задача. И дать возможностям противоречиям внутри лагеря ее врагов проявить себя. На этом фоне возможны вот эти все риторические ходы, жесты, там, договорились договариваться, давайте создадим комиссию по гуманитарному мораторию и прочие вещи. На этом фоне вероятность мира нулевая. Это вот подчеркнуть, вероятность мира нулевая. Вероятность каких-то перемирий, на мой взгляд, тоже является близко к нулевой, но тут уже стороны за 3 года демонстрировали разные творческие подходы, поэтому удивляться ничего не могу. Если каким-то образом господину Трампу удается прогнуть Европу на вариант удобный Москве, то возможность какого-то более длительного перемирия возможна. Но это вот только в этом сценарии. Посмотрим, что будет в Лондоне. Собственно, встреча в Лондоне, как я понимаю, на данный момент будет ответом вот этого стратегического вектора на текущую конфигурацию дел. Пока у них не получилось. То есть они попытались продлить вот это паскальное перемирие во второй сценарий, Россия прямо сказала нет. Что нет. Павел, Папа Римский умер. Да. И... Бог ему судья. Ну, смотрите, как бы дело-то такое. Его хоронили еще раньше, просто, ну, это так, несколько месяцев назад он там слег, болел, и, в общем, сегодня это все подтвердили. Примечательно, что новым Папой Римским может стать посланник Ватикана по войне в Украине кардинал Маттео Дзуппи. В общем, такой достаточно интересный эпизод. Тем более, что по сути Папа Римский, тот, который умер, он продвигал историю одним из первых с перемирием, белым флагом и, в общем, окончанием войны. Дзуппи этого не продвигал.
Есть определенный круг экспертов, людей думающих, мыслящих, которые ввязывают, ну, условно, там, ордены иезуитов или там какие-то ватиканские тайные ложи или ватиканскую руку в том, что происходит сейчас в Украине. Смена папы вообще влияет на войну в Украине, как вам кажется? Хороший вопрос. Самый правильный ответ на данный момент, конечно, влияет, как все влияет. Но вопрос Украины в нынешней драме а, будущего конклава глубоко вторичен. Просто давайте сразу зафиксируем, что это вообще тот уровень, который сейчас будет обсуждаться и стоять на кону на этом конклаве. Этот конклав действительно будет важным. Позиция следующего папы будет иметь большое значение по многим причинам, которые мы с вами обсуждали в предыдущих эфирах, но давайте просуммируем. Так сложилось, что каким-никаким духовным авторитетом Ватикан обладает среди почти миллиарда католиков. Ну, даже больше, по-моему, сейчас миллиарда, простите, может ошибся с цифрой. Поэтому, условно, тот характер, который предпримет следующий папа, он будет влиять усиливать или ослаблять основные идеологические властные группировки, которые сейчас играют в мире. В этом контексте борьба разразится не на шутку, и сразу скажу, конкретных имен я не знаю. Новость буквально свежая, я не могу знать, я не настолько владею прям тайнами глубинных фамилий, которые сейчас называются. Я думаю, сейчас в ближайшую неделю внезапно все станут экспертами по каждому конкретному кардиналу, знаете ли, в структуре Ватикана. Что я могу, тем не менее, описать? Две основные линии, которые будут бороться между собой на этих выборах. Если говорить культурным образом, то нас ждет выбор между фильмом «Конклав» и сериалом «Молодой папа». По-простому, чтобы людям было понятно. В чем разница? В фильме «Конклав» прогрессивные, человеколюбивые, гуманитарные, трансгендерные фигуры побеждают замшелых, мерзких, радикальных, риджит и прочих традиционалистов. Это смысл этого фильма. И церковь открывается, она становится более, давайте попросту, либеральной. Церковь идет по более либеральному пути католической. В фильме «Молодой папа», по сути, происходит как раз чистка либерального лагеря радикальным, молодым, довольно традиционалистам, включая больные темы, условно, сексуальные вопросы внутри католической иерархии. Вот та развилка, которая была засвечена публично, культурно, и предстоящие выборы будут прежде всего про это. Если победит либеральный лагерь, то Ватикан условно примыкает, не примыкает, но находится в благожелательном отношении с либерально-глобалистским проектом, который сейчас находится в очень не лучшем положении, но посмотрим. Но, кстати, внутри Ватиканского конклава, потому что назначения последние годы происходили с именно Папой Франциском, позиции их довольно сильны. Папа Франциск сам, конечно, играл на этот лагерь, это важно понимать. И соответственно, вопрос, будет ли преемник продолжателем его курса. Чтобы вы понимали, как Папа Римский играл на этот лагерь, принципиальная позиция. Формально, просто обратите внимание, формально часть элиты вокруг Дональда Трампа является католической. Причем не просто формально. 6 судей Верховного суда являются католиками. Американские католики сыграют сейчас очень ключевую партию внутри американской жизни. И они, ни много ни мало, вообще пытаются перехватить власть и управление внутри США, в том числе используя эту католическую этику, католическую сакральность. Предыдущий папа им благословения на это не давал. Прямо Трампа критиковал. Помните знаменитый конфликт? Недавно был у папы с Венсом в публичной переписке. Библию толкуют, Евангелие толковали. И даже сейчас, последним своим действием папа не благословил Джей Ди Венса, просто сказал ему «Happy Easter» во время личной встречи. То есть папа трампистской команде, папа французской команде сакральности не давал. Если к власти в Ватикане придет папа-традиционалист, особенно если он будет американец, очень мало практически вероятно, но поэтому, условно скажем, традиционалист. Такой традиционалист больше в духе пап до Второго Ватиканского собора, то это резко усиливает позиции команды Трампа на международной арене.
Вот как простой пример. Ну, не только Трампа, это усиливает также позицию, условно, Орбана в Европейском Союзе, то есть всех таких католических, скажем так, деятелей, которые именно выступают за позиции, ну, более старого, если угодно, понимания католицизма. И вот эта драма, я думаю, будет сейчас разыграна. Как вы понимаете, на этом фоне события в Украине являются настолько глубоко вторичным вопросом для всех участников, что в строгом смысле мы не можем это обсуждать именно, знаете, в том плане некой логики причинности там, или будет ли это играть влияние. Мне кажется, это влияние на выборы влиять не будет. Другое дело то, что вот итог выборов может повлиять, потому что, да, новый папа может усилить или ослабить переговорную позицию той или другой стороны. Ну, например, там, выйти и сказать, вот будьте как Дональд Трамп, например. Вот это прям человек, вот. Или наоборот сказать, нет, понимаете, мир это, конечно, очень хорошо, но нельзя строить мир на несправедливости. И тогда это будет играть на сторону другого лагеря. Вот в этом, ну, плюс длинные там, ну, допустим, фактор униатства в Украине, да, то есть фактор борьбы с православием в Украине, да, эти тоже факторы играют роль. Глубинные, они важны для нас, давайте прямо скажем, они очень для нас важны, но конкретно сейчас на выборы конклава влиять это не будет. То есть здесь нам просто нужно будет набраться терпения, дождаться результатов. Это будет, я думаю, не очень быстро. То есть иногда бывает быстрее, иногда бывает медленнее, но это вопрос месяцев, да, то есть как бы, поэтому будем ждать. Будем ждать. Павел, если мы попытаемся понять, а что будет дальше в сценарии войны в Украине. На что бы вы, вот прогнозируя, ну, тот прогноз, который вы дали только что, да, в нашем с вами разговоре, на что бы вы указали и обратили особое внимание? На какие рэперные точки? Потому что мы стоим перед лицом Лондона, да, ну, Лондона. Там что-то вот обещается быть. Да. Но давайте так. Никто не удивится, если ничего не будет. Ну вот, от слова совсем. То есть, балакали, силы и заплакали, понимаете? То есть, вы говорили, толку. Ну, то есть, вот так. И вот тогда люди, которые, ну, к большому сожалению, там, вы в их числе, которые прогнозируют длительную войну, то есть, время, которое еще будет длиться достаточно хороший кусок времени в этой войне. Так, а смысл? То есть, все же уже, похоже, навоевались. Я имею в виду людей. Люди-то навоевались, а причины-то войны не устранены. Понимаете? Война не может закончиться, пока не устранены причины, ее породившие. Фундаментальные причины этого конфликта ни один из на данный момент обсуждаемых планов не устраняет. Вот это давайте зафиксируем еще больше. Ладно, там план Трампа, условный, не устраняет фундаментальных причин конфликта. Так даже июнь 2024 года от Москвы причин конфликта не устраняет. Но он ставит Москву в более выгодное положение, он там дает ей более удобные позиции, он фиксирует определенные успехи, но он не решает структурные проблемы. Структурная проблема то, что если будущее у Украины как антироссии, это структурная проблема. Исторический ответ однозначно нет. Этот процесс может занять десятилетия, может быть, даже столетия. Слабо сомневаюсь, верю, но кто его знает. Но пока Украина остается антироссией, а трагедия состоит в том, что Украина на данный момент невозможна, потому что если Украина перестает быть антироссией, то, как справедливо отмечают здесь самые страшные и несимпатичные мне люди, украинские националисты, гравитационное, ну они здесь более честные, гравитационное поле русской культуры и русского языка действительно притянет Украину, условно, называйте это евразийским лагерем, называйте это русский лагерь, но она потеряет вот эту ключевую украинскость, которая так дорога украинскому национализму. Почему? Тогда будет Подождите, вопрос... Почему? То есть, почему? Сколько, язык лет, и культура. Подождите, сколько лет было притянуто, сколько лет... Опять-таки, Да. мне кажется, здесь есть какая-то манипуляция. Сколько лет было притянуто, сколько лет были прям в этом, как это... орбите. Да, в одной орбите, в одном лодке, в одном човне, да, как говорят. То есть, и ничего, и как бы украинский язык и украинская культура не вымерли. И все было нормально. Я не говорю про смерть украинского языка и украинской культуры. Я вообще про это не говорю.
как бы вход в эту орбиту никаким образом не означает смерть украинского языка или украинской культуры. Речь идет не об этом. Речь идет о том, о вот этом самостийности, если угодно. В том виде, в котором его понимает украинский национализм. А вся украинская самостийность, начиная с XIX века, если читать классиков украинского национализма, она про «геть от Москвы». В этом проблема. То есть под Москвой, условно, в этом сценарии, который, пока вы в одном човне, у Москвы нет проблемы с украинской культурой, украинским языком самом по себе. Как у нее нет проблем там с татарским языком, условно. Это для империи вообще не проблема. Проблема в том, что если вы пытаетесь создать идентичность вокруг этой культуры, этого языка как самоценности, как предлагает украинский, у вас нет другого выбора, кроме отсекать все то, что не вписывается вот в эту, скажем так, узкую трактовку. Если говорить по-простому, если проблема не для украинской культуры и для украинского языка, проблема для украинской государственности. Потому что рано или поздно возникает вопрос, а зачем нам полностью независимая своя государственность? Ну, опять-таки, на фоне больших... Сейчас весь мир раскалывается на большие крепости. Заметьте, эти крепости более-менее проходят по культурному и цивилизационному ходу. В них маленькие игроки перестают быть вот этими, знаете, золотыми акционерами, которые могут сидеть на 5 стульях одновременно и должны выбирать, к какому лагерю привыкать. Да? И вот здесь возникает вопрос, то что если Украина не антироссия, чего, кстати, прекрасно понимают стратегии на Западе, ну, там те же американские аналитики, европейские аналитики. Если Украина не антироссия, то рано или поздно она станет комплементарной России, дружественной России. И тогда этот проект, мягко говоря, не устраивает ни украинских националистов, заказчиков украинской государственности, потому что, страшную вещь скажу, большая часть украинского населения украинское государство не нужно. Мы это с вами обсуждали, оно ногами голосует. Просто посмотрите на судьбу. То есть основная мечта украинского населения по отношению к украинскому государству – это сбежать из украинского государства. Причем этот процесс начался до войны. Если вы посмотрите на основные желания людей до войны, то там что вы планируете делать? Уехать. Вот это ярче всего показывает вот это отношение. В реальности украинское незалежное государство нужно только вот украинским националистам. В этом трагизм. Именно как незалежное государство. Я не говорю про украинский язык, украинскую культуру. Вы правильно вспомнили тот же самый украинский Советский Союз, украинскую СССР, да? Пресловутые границы 91 года – это границы Украинской Советской Социалистической Республики. Но Украинская Советская Социалистическая Республика не может существовать в отдельности от существования Советского Союза Советских Социалистических Республик. Нельзя иметь Украинскую Советскую Социалистическую Республику с границами 91 года, с составом населением 91 года, с количеством, с промышленностью 91 года, без существования либо СССР, без существования СССР. Это вот огромный трагизм. Возвращаясь к вашему изначальному вопросу про мир. То есть давайте так, я готов немножко сейчас сдвинуть, то есть два сценария. То есть мы описываем сейчас уже сценарии, да, то есть два основных сценария, которые мы видим сейчас. Либо действительно вот эти все переговоры и реперные точки сейчас заходят в тупик. На фоне этого тупика США умывают руки и, цитируя Руби, начинают заниматься более интересными для нас проблемами. Это развязывает руки Москве. Развязывает руки просто имеется в виду, дает техническую возможность для ускорения эскалации и уже нанесения окончательного полного военного разгрома всей украинской структуре и уже переформатирования украинского пространства, в том виде, в котором она сочтет нужным. Это первый сценарий. Насколько он вероятный сейчас, оценить сложно. Второй сценарий, то, что какие-то вот эти сейчас переговорные процессы приходят, заключается нечто, которое является перемирием. Перемирием, потому что не устраняет она не устраняет даже структурную проблему, о которой мы сказали, но не устраняет и более мелкие проблемы. Вопрос принадлежности территории, вопрос гарантии безопасности, реальных, да, мы же понимаем, что реально не говорим о бумажках и меморандумах, а реальных, оно не устраняет категорически вопрос восстановления. На этом фоне происходят два процесса. С одной стороны, в Украине ускоряются процессы руины, то есть процессы деградации экономической, социальной жизни, общественной жизни, которую, к сожалению, вы стали, в том числе вы лично стали одной из жертв. Вот этого будет больше. Как помните, был такой фильм, а погромы будут? Будут. Вот вплоть до вот такого, скажем так. Но единственный живой контур – это остается прямое спонсирование какими-то частью европейских сил, там, этих украинских подразделений каких-то. Да не все армии ВСУ, но вот этих радикальных групп, они обеспечивают подготовку
к следующему этапу войны. Ну, Москва решает свои проблемы, возможно, борется с внутренней смутой, там, но тоже готовится к войне, и мы просто находимся в паузе до следующего раунда. Вот у нас два стратегических вектора на данный момент. То, что вы спрашиваете, а я вам верю, вы спрашиваете о настоящем мире. Вот, к сожалению, настоящий мир на данный момент возможным не является. Условием настоящего мира является устранение причин, породивших конфликт. Ничего близко сегодня никто не предлагает, по крайней мере, публично. Опять-таки, может быть, в тайной комнате там все договорились о новой архитектуре мира и безопасности, но мне пока кажется другое, то, что когда я вспоминаю послание апостола Павла Тессалоникам, то, что когда будут говорить они мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Вот у нас, к сожалению, все гораздо ближе к этому. Но будем наблюдать, будем смотреть за событиями в Лондоне. Опять-таки, как минимум, давайте то, что точно, я думаю, эта неделя будет показывать, она будет показывать именно вот эту американскую партию. Я думаю, то, что действительно подходит к концу, это американская партия. То есть я думаю, американская партия для себя приняла решение, тоже два сценария ее полностью устраивают. Либо они соглашаются на то, что мы хотим, по крайней мере, ключевые вещи, и мы уходим. Либо они не соглашаются, мы получаем меньше, чего мы хотим, и мы уходим. Но финальная точка для США, они уходят. Это уже не меняется. Весь вопрос исключительно для них, как быстро, с каким сом и с каким гешефтом они из этого уходят. Так а Украине что лучше? Украине лучше посмотреть на опыт Беларуси. Если говорить, вот давайте так, если в Украине как украинцам и прочим, то лучше посмотреть на этот опыт. Вот если вас интересует мир, да, если вас интересует мир, то Украине лучше посмотреть на опыт Беларуси. Это имеет свои огромные издержки, прямо скажем. Но вот если вас интересует мир, то это лучше, то это туда, куда надо смотреть. Все остальное на данном этапе это первое. А второе, завершая с началом, особенно в эти дни украинцам главное вспоминать. Я бы призвал нас всех, здесь не только украинцам, не сколько украинцам даже, задуматься о главном вопросе «зачем?». Зачем все это было? И все это праздник Христового Воскресения важно вспомнить, что это для нас такие беды и трагедии и испытания, они с точки зрения Писания не происходят для нас просто так. Как правило, они всегда описываются. Вот есть великолепная книга Николая Сербского «Война и Библия». Очень рекомендую всем. И если совсем суммировать, основная мысль идет примерно такая, то, что когда исполняется мера беззакония человеческих, то, что когда наступают дни мира, в которых человек умножает беззаконие, рано или поздно за ним приходит война. И если мы хотим, чтобы у нас был мир, то политически разные там есть особенности. Ну, мы понимаем исторически, что мир на этих землях, вот условно, то, что входили в ареал этой Древней Руси, причем так было всегда. Помните период междоусобиц княжеских и прочих? Раздор, да? Вот когда эти земли попадают в раздор, мира там перестает быть, и они теряют все. Вот мир наступает, когда эти земли не находятся в антагонизме и во вражде друг к другу. А сделать это можно, и это важный момент, не на основе каких-то политических проектов, потому что все политические проекты врут и лицемерно, это правда. Но сделать это можно только на основе вот той самой духовного основания, духовной базы. И, конечно, огромная роль в будущем достижении мира. А я верю в мир на этой земле. На этой земле я в мир верю. Просто я честно говорю, чтобы этот мир настал, должно измениться то, что породило этот мир. Возможно, будет только через духовное преображение всех участников этого, скажем, всех участников этой драмы. До тех пор, пока оно не будет, мы будем с вами вынуждены вместо действительно важных вопросов, вопросы о смысле жизни, вопросы, то есть я же вообще философ по профессии, вопросы там о том, к чему стремится человек, ради чего существует государство, ради чего существуют там общности, вынуждены будем обсуждать эти все, кто кому какой Рабинович, кто кому как сказал, кто с кем как в синагоге переговорил, кто как в Лондон съездил и прочие мерзости. Вот если мы, как люди, поймем то, что мы не можем изменить то, что происходит за закрытыми дверями, но мы можем изменить, ходим ли мы по воскресенье в храм, любим ли мы ближнего своего, то, я думаю, этим мы можем сделать гораздо больше шаг к миру. Так бы я закончил наш эфир.
Павел Щелин, мой был собеседник сегодня. Павел, я очень благодарен за время и мысли. Вам спасибо, Александр. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.